Галоўны вынік візіту Александра Лукашэнкі ў Кітай – гэта прапанова кітайскім прадпрыемствам падзяліцца з беларусамі сучаснымі кітайскімі тэхналогіямі. Што гэта азначае, як гэта адаб'ецца на нашых з вамі гаманцах? У эфіры праграма «Чалы эканоміка» і з вамі, уласна, Сергей Чалы и Федор Павличенко. Вітаем. Добрый день. Примерно 250 тысяч человек потеряны. Минск – это около 125 тысяч, и Минская область еще 60 тысяч. Говорит, нет, Март не выступал инициатором этих изменений, а оказывал только методологическую помощь. Уже чуть ли не во всем мы готовы перенимать ваши технологии, включая во всем том, что когда-то считалось сферой компетенции Беларуси. Путин планирует очень длинную войну. Это классический перевод экономики на военные рельсы, мобилизационная экономика. Мы умеем выписывать штрафы, а управлять мы не умеем. На пачатку традыцыйнай весткі з палёў. У Беларусі беспрацоўе за мінулы год скарацілася да 3,6% ад агульнай колькасці працаўнікоў. Пры гэтых саміх працаўнікоў у эканоміцы стала менш амаль на 74 тысячы чалавек. Толькі за студзень эканоміка страціла амаль 17 тысяч працаўнікоў. Што нам кажуць гэтыя тэндэнцыі? Ну, можно, конечно, повторить официальное заявление в духе того, что такой низкий уровень безработицы – это стабильная работа экономики, управляемая ситуация на рынке труда. Да, но на самом деле мы же понимаем, что это как бы длинный тренд. У нас каждый месяц практически эти антирекорды количества занятых. То есть никогда еще так мало не было. Вот, причем, как ты видишь, сам тенденция ускоряется, да, ну, то бишь вот эти вот 17 тысяч в один только месяц, да, при том, что 70 было за прошлый год. И при этом, если смотреть предыдущие даже годы, там, значит, 2020 год – это примерно 30 тысяч, 50 тысяч следующий, 70 тысяч. Но и, конечно же, и про это вот была прошлая передача, почему как бы начали, собственно, занятость. Потому что, еще раз говорю, видно, что уже в макро начинает быть заметен этот эффект. Эффект вот тех самых беглых там, или просто уехавших из страны людей. Вот, значит, просто чтобы было понятно. Дело в том, что безработица и количество занятых считаются разными ведомствами по разной методологии. Безработные – это так называемый, значит, опрос населения. Он делается по Международной организации труда. То есть, грубо говоря, репрезентативные анкеты, и людей спрашивают, работаете ли вы. А то, что считает Белстат, это, ну, как бы данные первичного учета, грубо говоря, это платежные ведомости. Так вот, оказывается, что, значит, число работников в экономике по вот этим двум разным методологиям, оно примерно было близким, примерно оно билось до последнего квартала 2000 года. После этого начинается довольно такое серьезное расхождение. То есть по первичному учету меньше, по опросам больше. А чему так? А потому что точно так же, как безработица получается прямым опросом, ну, то есть ты спрашиваешь людей, сколько там не работают. Ну, автоматически ты получишь процент людей, которые работают. А количество занятых они вычисляют, как бы умножая на численность населения. Ну, то есть, как бы, а проблема, скорее всего, в том, что эта численность населения учтена по-прежнему, ну, как бы, не совсем верно. То есть чиновники лечат, что больше населения. Да, а людей на самом деле меньше. Вот. И, в принципе, можно даже попытаться оценить, сколько нужно отнять число, значит, живущих в Беларуси, чтобы получить примерно такой же тренд, который получается по белстатовским данным. То есть, если разложить по вот этой тенденции примерно 250 тысяч человек потерянных, то ты получишь как бы параллельно идущие рядом графики, и они будут совпадать друг с другом. Это одна оценка. Вторая оценка, помнишь, я же говорил о том, что, как мне кажется, видно по динамике валютного рынка и по динамике особенно розничных продаж, что просто тупо как бы людей становится меньше. Так вот, оказывается, что можно посчитать еще интереснее. Не по всем розничным продажам, а по исключительно розничный товарооборот продовольствия. И там очень интересная тенденция. Значит, и это белстатовские данные. Минск и Минская область дает на январь 2023 года, в то время как практически в большинстве регионов это рост, Минск и Минская область это минус. Причем Минск выглядит просто чудовищно. Минус 10,5% от года к году. Минская область минус почти 5%. Ну, то бок больше людей съехало в Беларусь из Минска. Да. И вот попытка, кстати, можно же точно так же попытаться представить себе, ну, то есть есть некий долгосрочный тренд на вот динамику продуктов питания и, соответственно, оценить вот этот загиб тренда, то есть какое количество людей должно было уехать, чтобы примерно эти тренды получились. Вот. И речь идет о том, что, значит, Минск – это около 125 тысяч, и Минская область еще 60 тысяч. Еще раз говорю, тут важно же не попытка там учесть, сколько этих людей. Уже понятно, что это много.
И это много, еще раз говорю, вывод главный подтверждается, что это много уже становится заметно в макро. То есть вы можете прятать эту статистику, можете ее не показывать, показывать только своим. Но еще раз говорю, начинает видно быть по тому, как тратятся деньги людьми. А не могло паўплываць вот тое, што ты кажаш пра спажывецкі рынок, тое, што пачалі рэгуляваць кошты, тое самае коштаўтварэнне новае, рэгуляцыі. Паўплывалі тыя самыя кошты, рэгуляванне коштаў на макрапаказчыкі? Еще как, конечно. Значит, тут же, понимаешь, фокус в том, что уже который раз мы убеждаемся, что власти, они думают вот первым ходом. То есть надо справиться с ценами, давайте справимся с ценами, заставим их быть ниже. Так вот, с потребительскими-то ценами они справились, они же сами сейчас говорят о том, что, знаете, вот как бы мы, наверное, не на все еще регулирование распространили, потому что почему-то растут цены производителей. Вот, и сейчас данные по Евразийскому этому экономическому союзу, то есть за год и за месяц, и там Беларусь едва ли не единственная страна, которая обладает самыми высокими темпами роста цен производителей, цен промышленной продукции. В то время как во многих странах она даже упала за год. Вот. Ну, парадокс. Ну да, действительно, парадокс. А там же, ну, как бы фокус в чем? Ты же понимаешь, что это едва ли не единственный способ повышать цены, потому что дальше как бы потребительские регулируются с помощью наценки, там, рентабельности торговли предельной там, и так далее, и так далее. Поэтому входная цена, она, значит, как бы сейчас единственный источник, с помощью которого все цены по цепочке могут расти. Уважаемые сетезрители и сетеслушатели, теперь появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с помощью переводов карты на карту и криптовалютой. И помните, экономика – дело всенародное. Еще раз говорю, интересная же ситуация какая вот с этим самым ценовым регулированием. Мне кажется, значит, они что-то начинают о чем-то догадываться, да, то есть вот это вот же неспроста, потому что я уже рассказывал про большое совещание, которое Лукашенко делал по ценам, да, где оно начиналось с того, что необычным образом он начал рассказывать о том, что, вы знаете, это же не моя идея была, это же как бы общая работа, да. Значит, вы же каждый все в этом поучаствовали, да? То есть, если что-то пойдет не так, то есть, мы же понимаем, для чего это делается, да? У нас же Лукашенко очень хорошо понимает, когда нужно говорить о том, что это он, а когда, значит, что это все. Ну, то есть, когда хорошо, то, естественно, это все только благодаря моему чуткому руководству. В прочных недрах моей системы, благодаря моему чуткому руководству. И сейчас состоялся, значит, круглый стол, точнее, заседание Объединенного клуба директоров. Было интересно тем, что там присутствовали власти. От марта от антимонопольного регулирования был замминистра Южновец. И вот в продолжение развития мысли Лукашенко о том, что, значит, это не он, это все, ну, казалось бы, Март должен быть тут самым главным, говорит, нет, Март не выступал инициатором этих изменений, а оказывал только методологическую помощь. В общем, мне кажется, что сейчас наступит такой период, когда все будут говорить о том, что это, а кто это сделал, да? А почему? Потому что начинают проявляться негативные последствия, которые были очевидны что-нибудь сразу, их сразу можно было назвать, о чем идет речь. Потому что рано или поздно им придется отчитываться наверх и говорить, что, ну, как-то вот... Не знаем, кто это придумал. Мы, конечно, методологическую поддержку оказывали, но что-то, мне кажется, мы идем немножко не туда. Да, и вот, наконец... Значит, председатель Республиканского совета промышленников и предпринимателей Александр Швец, он говорит, мы разослали порядка 300 анкет белорусским предприятиям, ответили 84 по вопросам цен именно ответили. И дальше там, значит, идут проценты. 70% снижения прибыли, более половины снижения выручки. Ну, то бишь, понятно, что раз и выручка, то и прибыль. Вот. У 40% уменьшился ассортимент, 45% респондентов сократили и отказались инвестиций на 2023 год. Ну, то есть вот ассортимент и снижение прибыли – это как бы очевидные совершенно вещи, которые должны были бы быть. И вот они все говорят о том, что, значит, нет, ну, конечно, государство обладает там, правом и должно иногда вмешиваться, но это же не надо делать постоянно. Тот же Швец говорит о том, что к лету уже должны быть именно серьезно заметные макрорезультаты быть видны в настоящей экономической статистике. Ну, и, соответственно, что мы будем делать с вот этим вот результатом, да? То есть понятно, что с ассортиментом тут еще как бы тоже ведь инструменты есть. Для этого же есть ассортиментный перечень, ну, типа
давайте заставим там, и так далее, то со снижением прибыли и выручки ей же не прикажешь. Вот, там Швецу вторит еще Жанна Тарасевич, тоже председатель, директор, точнее, бизнес-союза имени Кунявского. Мне сподобалася крэатыўная ідэя, гэта растлумачыць пакупнікам, чаму кошты растуць. О, да. И что это Жанна Тарасевич, да? Говорит о том, что мало того, что надо объяснять людям, почему цены растут, но еще и что и бывает хороший и плохой рост цен. То есть, когда это хорошо, а когда это плохо. И мне кажется, вообще говоря, с этого надо было начинать. Ну, то есть, и не в том смысле, что надо было людям объяснить, что хорошо или плохо, когда цены растут, а объяснить, что означает это вот всеобъемлющее ценовое регулирование. Ну, то есть, что приводить оно будет к ухудшению ассортиментного перечня гарантированно. Вот. И, кстати говоря, был же интересный момент. Качанова по-прежнему продолжает заниматься несвойственной своей функцией, поучаствовал в заседании в работе Минского горосполкома, где обсуждался вопрос, как он выполняет вот эти все основные направления социально-экономического развития и прочего. Ну и среди прочего было про вот эту ситуацию с розницей. Минск это, конечно, как бы по ценам ситуация получше, чем в целом по стране. Ну, в смысле, они растут более медленными темпами. Но зато и ассортимент самый худший. Вот мне хочется сказать, ну, в смысле, а что они имеют в виду самый худший? Это же как раз-таки большая доля импортных товаров. Для них вот это худшее, а не наоборот. Я просто к тому, что, может быть, имело смысл задуматься, что именно во многом потому, что там работает импорт, и, соответственно, с ним происходит конкуренция, да, а там, где этого импорта меньше, там эти цены оказываются выше, просто потому что, значит, вот этого самого референса нет, да, с кем конкурировать. И опять же, именно в силу того, что, как я уже сказал, экономика советского типа, она проинфляционная. Вот. Вообще про экономику какого типа и как она там все работает, вот я не знаю, такой, может быть, интересный мостик. Я думал, стоит ли всерьез обсуждать итоги визита Лукашенко в Китай. Ну, потому что, в принципе, там довольно ожидаемые как бы, вещи были. Да? То есть человек приехал клянчить. Ну, как бы просить денег и просить технологий. Ну и, собственно, про это все время говорил Лукашенко, что давайте у нас как бы, вот это сотрудничество, оно уже там не только торговое, оно сейчас будет и инвестиционным, приходите, создавайте совместные предприятия. И там смысл такой, что уже чуть ли не во всем мы готовы перенимать ваши технологии, включая во всем том, что когда-то считалось сферой компетенции Беларуси. Это, конечно, и микроэлектроника, это, конечно, и автомобилестроение, это даже теперь уже и станкостроение. То есть мы видим, что прямо сейчас идут испытания там, замены китайскими двигателями Weichai, уже не МАЗов, но уже и МТЗ. Так и вот почему я про Китай вспомнил, да, про вот эту вот самую, собственно, советскую модель. Там же Лукашенко, опять находясь в любимой своей позе просителя, рассыпался в комплиментах Китаю, что, мол, там это великая страна, в которой не решается ни один вопрос, у вас так много там технологий и так далее. А я-то вообще-то когда-то был вообще главным сторонником чуть ли не в Советском Союзе, ну, понятно, это его любимая Хлестаковщина, когда еще в 90-е, после распада Советского Союза, мой первый визит был в составе делегации депутатов Верховного Совета Беларуси, и тогда я предлагал идти по китайскому пути. Самое смешное, что тогда еще всерьез китайского пути не было. Вот тогда, в 90-е, считалось, что китайская модель, собственно, есть вот это использование свободных экономических зон, именно это надо перенимать, и что чуть ли не они являются главным фактором вот этого успеха Китая, когда он стал мировой сборочной фабрикой. А на самом деле это не создание отдельных анклавов, это интеграция всего Китая в Всемирную торговую организацию. Экономическая модель была вовсе не в том, за что Лукашенко готов ее похвалить, и вовсе не в том, что он до сих пор продолжает перенимать, рассказывая, что какой классный вот эта жемчужина будет, этот китайский индустриальный парк. Потому что можно сколько угодно рассказывать, что она жемчужина, но на самом деле она просто блекнет, так сказать, в сравнительном уровне. Если, например, скажем, смотреть про ту же самую Камбоджу, премьер-министр, который посещал Китай в начале февраля, объем торговли $14,5 миллиардов. Ну и просто, чтобы было понятно, та же самая свободная экономическая зона в камбоджийском порту, там сейчас около 170 заводов, ну, не только китайских, там другие страны тоже. Ну, первую шагу. Ну да, конечно. Ну и плюс еще раз, пожалуй, я бы вот про что сказал. Там же ведь, понимаешь, как интересно, вот в этих комплиментах Лукашенко говорит, вот вы же там к нам приезжали, а после распада Советского Союза Беларусь же там была вот в такой индустриальной державе, как Советский Союз, Беларусь была самой там, промышленной, развитой и, соответственно, с наибольшими компетенциями. Мы бы приезжали, типа у нас учились, да, ну, а потом как это вяжется с тем, что вот проходит несколько десятилетий, и ты уже теперь готов выпрашивать у Китая. Ну, то есть, что все это время делала Беларусь?
Если ничего по, не его же, робила. да, если по его же собственным словам. Стратила компетенции да, и зараз спробує знайти у да. Китаї. То бишь Китай учился у нас, за это время совершил такой вот грандиозный скачок, а Беларусь все это время, несмотря на разговоры о том, как под чутким и мудрым руководством мы развивались, да, вот мы на самом деле топтались на месте и в действительности шли тенденции скорее деиндустриализации, то есть потери компетенций, потери заводов, уход более нижние уровни по добавленной стоимости, как, например, labor intensive, да, с большим долей затраты труда, продовольствия, которые сейчас они больше всего планируют в Китай продавать, там же сейчас будет строиться самый крупный в Беларуси свиноводческий комплекс в расчете на то, что туда это в Китай, ну, выглядит довольно унизительно, да, вот как бы железное братство, мы для вас свинину, а вы нам, пожалуйста, двигатели. Ну і на гэтым фоне працягваецца гісторыя з інвестарамі, іншымі інвестарамі з несяброўскіх краін, якіх вымушаюць працаваць у Беларусі. А вот это, кстати, очень интересный феномен, да, потому что как сказать, не один я заметил, что посмотри, насколько по-разному в России и Беларуси относятся к вот предприятиям с иностранным капиталом из стран, которые вот считаются из списка недружественных стран. Вот эта вот история с Лидским пивом, когда, значит... Не только с Лидским, але Лидская... Она хороша тем, что как бы вот знающие люди говорят, что вот этот штраф, как бы отъем прибыли вами заработанной, это такой сигнал, смысл которого на самом деле в том, что не пытайтесь ни продавать, ни уходить. То есть, заметьте, никто не посажен, никаких уголовных там дел не заведено, да, ну просто как бы хозяйственный штраф. То есть как бы, такой сигнал всем, что, мол, продолжайте работать. То есть примус працаваць. Да, да. А ведь на этом же фоне посмотри внимательно, что сейчас происходит в России. Это тоже, кстати, вот интересный момент. По отношению к иностранным инвесторам понятно. Они рады, что они уходят, потому что есть возможность по дешевке, значит, у них это все отжать, и это будут теперь как бы наши предприятия. Неважно, они будут национализированы, либо они достанутся приближенным олигархам. Еще два новых тренда, которые в России намечаются. Заметь, как, например, замминистра финансов России сказал о том, что а вообще-то хорошо бы снять ограничения на вывоз капитала из России. И тут, кажется, думаешь, почему тут инвестиции? А он же правильно все объясняет. Если мы пытаемся тупо вот в лоб запретить это вывозить, вот он тем более не приедет, потому что для людей должна быть гарантия выхода, если вы хотите, чтобы они входили. И второй момент, это 3 марта подписан Путиным указ о возможности введения внешнего управления для компаний, которые участвуют в оборонзаказе и плохо как-то его там исполняют. И тут же тоже ведь надо понимать очень важный нюанс. Из этого вытекает сразу два очень таких длинных вывода. Первое – это то, что, и я об этом тоже уже многократно говорил в разных источниках, но тем не менее, Путин планирует очень длинную войну. Опять же, понятно, что можно желать одного, но как оно получится. Но это классический перевод экономики на военные рельсы, мобилизационная экономика. Ты видишь, яно почалося. Конечно, да. А что такое внешнее управление? Это же вот по аналогу, как у нас оно может вводиться для тех, кто решит, что продать не можем, но и работать не будем. Да? То есть ты можешь принять любое решение, вплоть до того, что, скажем, увеличить уставной капитал настолько, что доля первоначальных инвесторов размоется так, что, в общем, вот как-то это предприятие оказалось совершенно в других руках. Но еще раз, в России это все-таки мысль об отъеме. То есть есть жадаючие працаваць гэтай уласнасці. Да, ну то есть этот завод теперь будет наш, а в Беларуси поначалу же тоже думали, что вот сейчас мы так сделаем, а закончилось все обратным. Вы работаете нам, вы нам будете работать, но как бы сделайте так, чтобы, значит, не мы будем этим управлять. И это же на самом деле, как сказать, вот признание относительно экономической модели, построенной при Лукашенко, гораздо более откровенное, да, чем вот эти все разговоры о китайской модели. То есть выстроена модель такого госкапитализма, в котором мы умеем контролировать, мы умеем карать, мы умеем выписывать штрафы, а управлять мы не умеем. Пожалуйста, оставайтесь, работайте с нами, но только теперь, вот, как я уже говорил, вот в режиме этого концлагеря, да, шаг вправо, шаг влево там, и так далее. То есть это лишний раз свидетельствует о том, что, в общем, какова степень деградации белорусской экономики с тех самых советских времен, которыми Лукашенко пытался хвастаться перед Си Цзиньпинем. Гэта была праграма «Чала эканоміка».
А чтобы не пропустить ее новые выпуски, следите за YouTube и социальными сетями Белорусского расследовательского центра. А з вами былі ўласна Сергей Чалый. И Федор Павличенко. До побачення. Всего доброго.